8 марта– Международный женский день. В этом видео немного истории 8 марта, а также история из моей личной жизни, что обозначает 8 марта для меня. Прежде чем начать, хочу поздравить нового подписчика в клубе Russian in Context на Патреоне. Спасибо, Штефан, за доверие и за участие. Подписывайтесь в клуб Russian in Context. Не забывайте. Итак, начнем. История 8 марта началась с марша пустых кастрюль в 1857 году в Нью-Йорке. Женщины требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия женщин. Это событие стали называть женским днем. Раньше женщины не имели права голоса. Это было основным требованием женщин – иметь право голоса, иметь право голосовать. Позже, в 1910 году, на второй международной конференции в Копенгагене Клара Цеткин предложила организовать Интернациональный день женщин. В России этот день стали праздновать с 1914 года. Раньше этот день назывался Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие с мужчинами. Почему 8 марта? Одна версия этой истории говорит, что цифра 8 напоминает женские формы. Какая же традиция 8 марта? Как принято отмечать 8 марта? 8 марта отмечается обычно в семейном кругу. Мужчины уделяют много внимания и дарят цветы и подарки любимым женщинам, важным женщинам в его жизни, как маме, сестре, жене, бабушке, любимой женщине и так далее. Повсюду можно услышать комплименты и тосты. В этот день нередко женщины получают предложение руки и сердца. Но ведь всем известно, что не нужен особый повод, не нужна особая дата, как 8 марта, 14 февраля, дни рождения, Новый год, День матери и так далее, чтобы уделять внимание и показывать любовь любимым женщинам. Также существует 360 других дней в году, чтобы это делать, чтобы дарить внимание и превращать жизнь в сказку. Это можно делать каждый день. Можно каждый день делать сказкой, как для девушки или жены, как для мамы и сестры. Вот именно такой сказкой мне запомнился этот день 8 марта. Представьте себе, я из Беларуси. В Беларуси 8 марта обычно лежит снег. Земля, деревья, города покрыты белым снегом. И мужчины, каждый мужчина несет домой букет цветов, либо тюльпаны, мимозы, розы. Представьте этот пейзаж. Белый снег и разноцветные цветы. Это красота, это просто красота. Вот именно таким я вспоминаю 8 марта. Я вспоминаю, что перед 8 марта папа ездил на рыбалку и ловил вот такую рыбу.
Из этой рыбы он к 8 марта готовил рыбный суп. По традиции мужчины не только дарят цветы, также дарят внимание и ухаживают за женщиной. Папа готовил к 8 марта всегда этот суп. Суп вода и рыба. Но папа старался, он готовил. И мама всегда говорила: пш, ешь и молчи. А после супа будет мороженое. Так вспоминаю день 8 марта. Воспоминания очень красивые и сохранились на всю жизнь. Поэтому для меня 8 марта – это один из самых важных, восхитительных дней в году. Так как я живу в Германии уже очень давно, в Германии 8 марта не празднуется. Это обыкновенный рабочий день. Большинство даже не знают ни про Клару Цеткин, ни про праздник, ни про Международный женский день. Первые года в Германии было очень грустно. Я решила, если они не празднуют, ну я же могу праздновать. Тогда что же делать? 8 марта у меня традиция. Я всегда одеваю одно из моих самых любимых платьев. Я покупаю цветы и устраиваю праздник не только себе, но и женщинам, с которыми я работаю. В этот день я каждой из женщин дарю обычно одну красную розу. Получается где-то около 60. Один раз в год могу себе позволить сделать приятное и другим. И мы вместе отмечаем 8 марта. Вот это моя традиция. Дорогие мужчины, спасибо вам огромное за цветы, за подарки, за внимание и красивые слова. Спасибо, что вы нас любите, цените и нам об этом говорите. Не забывайте, что есть не только 8 марта, но также и другие 364 дня в году. Мы вас любим, обнимаем и целуем. С праздником! И пока-пока!